Сегодня искусственный интеллект умеет писать текст, анализировать данные, помогать с кодом и даже собирать черновики научных статей. Но есть одна странная проблема. Когда дело доходит до схем, все часто снова превращается в ручную работу. А в научной статье схема– это не просто украшение, она объясняет, как работает метод. Именно поэтому в Google предложили Paper Banana– агентный фреймворк, который пытается автоматически создавать академические диаграммы. Почему это вообще сложная задача? Дело в том, что хорошая схема одновременно должна выполнять две функции. Первое– это, конечно же, она должна быть красивой, понятная композиция, нормальные цвета, читаемый текст, аккуратные стрелки. Но с другой стороны, она должна быть правдивой. И это сложнее, чем просто нарисовать красиво. Представьте схему архитектуры нейросети. Если один блок соединен не с тем модулем, если стрелка показывает неправильное направление, если подпись немного съехала, то зритель может понять метод неправильно. Для обычной картинки это мелочь, но для научной схемы это ошибка смысла. И поэтому Paper Banana решает не просто задачу генерации изображений, она решает более жесткую задачу– сделать схему, которая выглядит как нормальная схема из статьи и при этом соответствует тексту метода, которого она иллюстрирует. Главная идея Paper Banana– это не просить модель, нарисуй мне схему по этому тексту. Такой one-shot подход дает красивую, но нестабильную картинку. Вместо этого авторы строят reference-driven workflow. Система сначала смотрит на похожие схемы из других научных работ. Не чтобы скопировать их, а чтобы понять, какая структура подходит, какой обычно стиль используют, как располагаются блоки, как оформляются стрелки и подписи. На вход система получает описание метода и ее заголовок. Потом она использует примеры, строит план, задает стиль, генерирует схему и критикует результат. И здесь важный момент. Paper Banana не пытается угадать картинку с нуля. Она сначала ищет похожие визуальные паттерны, а потом строит схему в похожей логике. Это уже ближе не к одному промпту, а к маленькой команде. Один агент ищет примеры, другой планирует, третий отвечает за стиль, четвертый генерирует схему, а пятый проверяет. Теперь посмотрим на архитектуру. Сначала идет линейная фаза планирования. Агент ретрива ищет подходящие примеры. Затем планировщик превращает текст метода в подробное описание будущей схемы. Стилист добавляет академический визуальный стиль, цвета, шрифты, стрелки и так далее. Но самое интересное начинается дальше. После этого визуализатор генерирует изображение, а критик проверяет результат. Причем критик не просто говорит плохо или хорошо. Он смотрит на картинку, сравнивает ее с исходным описанием метода и переписывает описание для следующей генерации. В статье этот цикл повторяется 3 раза. И это важный урок не только про схемы. Многие задачи СИ становятся намного лучше, если мы не ждем идеального ответа с первого раза, а строим процесс– планирование, генерация, критика, правка. Представим реальный сценарий. У нас есть статья с длинным описанием метода. Там много терминов, модулей, переходов и скрытой логики. Человеку нужно превратить все это в одну понятную схему. Paper Banana делает то же самое, но автоматически. Сначала он берет описание и заголовок, потом смотрит примеры, затем строит подробное текстовое описание будущей схемы и только потом генерирует изображение. Но даже после генерации процесс не заканчивается. Критик может сказать, здесь связь неясная, здесь не хватает блока. Эта стрелка может ввести в заблуждение. После этого описание уточняется и схема перегенерируется. Главная мысль– система не просто сжимает текст, она пытается построить визуальное объяснение. Но это все еще не магия. На выходе получается хороший черновик схемы, который экономит кучу времени, но его все равно нужно проверять. На этом слайде хорошо видно, зачем вообще нужен этот весь агентный workflow. Обычная генерация может генерировать картинку, которая на первый взгляд выглядит неплохо. Но часто она либо слишком хаотичная, либо слишком поверхностная, либо теряет важные связи между блоками. Paper Banana старается делать схему ближе к человеческой, с понятными зонами, логикой слева направо, аккуратными модулями и более читаемыми связями. Но здесь важно не сделать неправильный вывод. Статья не говорит, что искусственный интеллект теперь лучше людей рисует научные схемы. Более точный вывод тут такой. Агентный процесс лучше, чем
простая генерация одной картинкой. То есть сила не в модели изображения, а в процессе вокруг нее. Примеры, план, стиль, критика и несколько итераций. Для программистов это знакомая идея. Хороший результат часто получается не из одной команды, а из пайплайна. Теперь вопрос. Как авторы поняли, что Paper Banana действительно лучше? Для этого они собрали тест Paper Banana Bench. В нем 292 тестовых схем и 292 примера из публикации с научной конференции по Machine Learning. Задача была такая. Система генерирует схему, а судья сравнивает ее с человеческой. Оценка шла по 4 критериям. Первый – точность. Соответствует ли схема тексту метода? Второй – лаконичность. Нет ли лишнего визуального мусора? Третий – читаемость. Легко ли схему читать? И четвертый критерий у нас – это эстетика. Выглядит ли схема аккуратно и по-научному? Важно, судья выбирает не абсолютную оценку от 0 до 100, а сравнивает: модель лучше, человек лучше или ничья. И еще важнее, оценку делает визуально-языковая модель. Это полезный способ сравнения, но не абсолютная истина. Поэтому результаты надо воспринимать как сильный сигнал, а не как финальный приговор. Теперь к результатам. Paper Banana заметно выигрывает у обычной модели для изображений. Особенно сильный прирост заметен в лаконичности, то есть агентный workflow помогает делать схемы менее перегруженными и более собранными. Но есть важное ограничение. Paper Banana все еще уступает человеку по точности. И это, на мой взгляд, самый честный вывод из этой статьи. Искусственный интеллект может делать схему красивее и чище, чем обычная генерация. Но когда речь идет о точности передачи метода, человек все еще нужен. Особенно там, где важны мелкие связи, какой блок куда идет, где какая стрелка что означает, какой модуль за что отвечает. Поэтому Paper Banana – это не замена автору, а ускоритель черновика. Главный риск в том, что красивая схема вызывает доверие. Если она аккуратная, с хорошими цветами и стрелками, то мозг автоматически думает: похоже, тут все правильно. Но с генеративными моделями это не всегда так. В статье прямо говорится о риске визуальной галлюцинации. То есть картинка может выглядеть убедительно, но при этом неверно отображать технические детали. Вторая проблема – это результат пока в основном растового изображения. То есть это картинка, которую трудно нормально редактировать как векторную схему. Для публикации это неудобно. Ученые часто хотят поправить один блок, одну стрелку, один текст. А если все сгенерировано как одна картинка, то редактирование становится сложным. Поэтому главный риск тут такой. Paper Banana может сэкономить часы работы, но если опубликовать схему без проверки, то можно красиво исказить свой метод. Теперь главный практический вывод. Эта статья полезна не только тем, кто пишет научные статьи. Она показывает общий принцип работы с ИИ. Если задача сложная, то не стоит надеяться на один идеальный промпт. Лучше разделить задачу на роли. Сначала собрать примеры, построить план, отдельно задать стиль, потом сгенерировать результат и отдельно проверить результат на ошибки. Это можно перенести на разные задачи. Например, если вы создаете презентацию, не просите модель сразу сделать вам финальный вариант презентации. Сначала попросите структуру, потом стиль, потом слайды, потом критику и потом правки. Если вы пишете код, сначала требования, потом архитектура, потом реализация и потом ревью. Paper Banana показывает, что такое workflow сильнее, чем one-shot генерация. Но одновременно, конечно же, не стоит обобщать слишком широко. Это не доказательство, что агентный подход всегда лучше для всех задач. Это конкретный результат для академических диаграмм. Итак, что же стоит запомнить? Первое. Схемы – это важная часть научной коммуникации. Они не просто украшают статью, а объясняют метод. Второе. Paper Banana показывает, что искусственный интеллект может автоматизировать создание таких схем лучше, если использовать не один промпт, а агентный workflow. Третье. Результаты действительно лучше, чем генерация схем в обычных чат-ботах, особенно по читаемости и лаконичности. Но четвертое, самое важное.
проверка человеком остается обязательным. Искусственный интеллект может ускорить черновик иллюстрации, но человек отвечает за смысл. И направление тут довольно понятное. Искусственный интеллект будет помогать не только писать статьи, но и собирать визуальные объяснения. Но чем красивее результат, тем внимательнее нужно проверять, не врет ли он нам слишком убедительно. На этом у меня все. Надеюсь, было интересно и полезно.